Привет! Готовы увидеть, как одно скандальное фото может перевернуть жизнь человека с ног на голову? В этом видео я расскажу о снимках, которые разрушили карьеру, отношения и стали причиной громких скандалов. Истории, которые доказывают, что один кадр может стоить всего. Смотрите до конца, чтобы узнать, как избежать подобных ошибок. Мне хочется начать рассказ не с фото, а с картины. Ведь в XIX веке увековечить память о человеке можно было, только если нарисовать его. Жизнь этой девушки сложилась очень драматично, хотя изначально ей пророчили прекрасное будущее. Она могла удачно выйти замуж, родить детей и стать прекрасной женой и матерью. Я вам расскажу, что же пошло не так в судьбе этой симпатичной девушки. История началась в 1852 году. Элизабет Сидал в то время было 19 лет. Она была красива, стройна, очаровательна. Ее красоту заметил художник того времени Джон Эверетт Милл. Он пригласил ее позировать для своей картины «Офелия», которая впоследствии вызвала восторг у зрителей. На картине Офелия изображена в драматический момент, когда она покорно тонет в пруду, не имея ни сил, ни желания бороться за жизнь. Художник хотел более точно изобразить детали, и Элизабет пришлось часами лежать в ванне, наполненной водой. Джон периодически подогревал воду, но она все равно становилась холодной, и в результате девушка сильно простудилась. Для лечения доктор выписал Элизабет Лауданум – лекарство, которое действительно помогло ей выздороветь. Однако этот препарат обладал мощными наркотическими свойствами, и Элизабет вскоре попала в зависимость от него. Ее личная жизнь оказалась не менее трагичной. Любимый мужчина постоянно изменял ей с другими женщинами, что наносило девушке глубокие душевные раны. Чтобы заглушить боль, Элизабет прибегала все к тому же наркотическому средству. Она умерла в возрасте 33 лет от передозировки. Женщина, которая была музой для художников, осталась одна, никому не нужной. Вот такая печальная история у картины, которой восхищаются и в наше время, но загубившая жизнь красивой молодой девушки. Как вы думаете, могла ли Элизабет избежать такой печальной участи, если бы ей вовремя помогли? Если вы популярная звезда и любитель гамбургеров, то я вас прошу внимательно следить, чтобы вас не снимали на камеру во время еды. Иначе вы сможете стать популярным героем в мемах. Такая история произошла с лидером лейбористской партии Великобритании Эдом Милибандом. В 2014 году у Милибанда был разгар политической кампании. На одном из мероприятий, чтобы показать свою близость к народу, он решил перекусить обычным фастфудом. Фотографий, как он неловко пробует укусить громадный гамбургер, хватило, чтобы интернет возненавидел и возлюбил его одновременно. Вскоре появились многочисленные мемы, которые высмеивали его неумелую борьбу с булкой и котлетой. Пользователи Твиттера, форумы и даже таблоиды просто обожали обсуждать и переделывать это фото. Эти фото подорвали его авторитет в глазах многих избирателей, ведь они ожидали от лидера большей серьезности и профессионализма. А прессе было выгодно обсасывать этот эпизод, превращая его в эпицентр обсуждений. В результате Милибанд проиграл выборы 2015 года. Вот так, один гамбургер, съеденный в неудобное время и неудачном месте, изменил карьеру Эда Милибанда. Он стал примером того, как даже мелочи могут решить судьбу. Как вы считаете, мог ли гамбургер сыграть решающую роль в его политическом поражении? Вы слышали об истории китайской модели, которая вышла замуж, родила детей, а потом оказалось, что женщина не та, за кого себя выдает. Вся ее красота оказалась результатом умелых рук пластических хирургов. В результате муж ушел от нее, оставив одну с 2 детьми. Но у этой несчастной девушки совершенно другая история. Хайди Е была востребованной моделью, которую приглашали сниматься в рекламе крупные компании, включая клинику пластической хирургии. Одним из таких снимков стало фото семьи, где Хайди изображала жену и мать. Это фото быстро разлетелось по интернету, но вся его суть оказалась ложью. Во-первых, Хайди никогда не была замужем и не имела детей. Во-вторых, лица ее детей были сильно изменены с помощью фотошопа. Вот настоящее фото детей, сравните их и увидите, как виртуозно поработали над их лицами. Сама Хайди никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Когда фото стали вирусными, интернет наполнился слухами и мемами.
Они утверждали, что Хайди скрывала правду о своей внешности, обманывая мужа. Слухи пошатнули ее карьеру, Хайди разошлась со своим бойфрендом. Она пыталась удалить фото из интернета, неоднократно обращаясь к рекламным агентствам, но тщетно. В попытке защитить свое имя и репутацию, Хайди организовала пресс-конференцию и рассказала всю правду о злополучном снимке. Также она подала в суд на рекламное агентство и клинику пластической хирургии, требуя $150 тысяч компенсации. Как вы думаете, достаточная сумма за разрушенную жизнь? Иногда слава приходит, когда ее совсем не ждешь. Так случилось с 17-летним Хуаном Ромеро из Лос-Анджелеса. Ему предстояло пережить событие, которое навсегда изменило его жизнь и превратило его в культовую, но трагическую фигуру. На одной из площадей города собрались тысячи людей, чтобы поприветствовать сенатора Роберта Ф. Кеннеди. Стоя в первых рядах, Хуан с волнением наблюдал за приближающимся политиком. Когда сенатор протянул руку, чтобы пожать, раздался выстрел. Сенатор упал, и Хуан, не раздумывая, подхватил его. Голова сенатора покоилась на руках мальчишки, а фотографы успели запечатлеть этот драматический момент. Это фото стало символом трагедии и вскоре распространилось по всему миру. Многие видели в нем образ вечной надежды и ужас утраты, но были и те, кто обвинил Хуана в смерти сенатора. «Если бы он не остановился, чтобы пожать вам руку, сенатор был бы жив», — говорили люди. Письма от разгневанных поклонников Кеннеди приходили много лет. Репортеры преследовали его, предложив обучение в колледже в обмен на его историю. Но отчим Хуана сказал, что порядочные люди не извлекают выгоду из трагедий других. Хуан прожил жизнь честно и тихо, но это событие продолжало преследовать его до конца дней. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет, неся в сердце чувство вины и множество нерешенных вопросов. Эта история – напоминание о том, как внезапные события могут изменить нашу судьбу навсегда. Как вы думаете, могла ли жизнь Хуана сложиться по-другому? Какое имя у вас всплывает в голове, когда речь заходит о моделях из России? Вероятно, Наталья Водянова или Александра Пивоварова. Но мало кто знает, что модельный бизнес существовал в России и в советское время. Я расскажу, как неосторожное фото сломало карьеру успешной советской модели Галины Миловской. Сначала на Миловскую не возлагали больших надежд. Хрупкая девушка, ростом 170 сантиметров и весом 42 килограмма, представляла скромные советские наряды. Но ее тонкая фигура и утонченность очаровали иностранных журналистов, и вскоре ее прозвали «Советская Твигги». В 1967 году фотограф Vogue Арно де Роне заинтересовался Галиной и предложил снять ее для журнала. Советские власти согласились, но сделали все, чтобы Миловская позировала только в советской одежде. Однако одно из фото выполнило задачу, о которой советские чиновники и не подумали. На скандальном снимке, получившем название «Снимок на Красной площади», Галина сидела с раздвинутыми ногами на фоне Кремлевской стены. Это фото шокировало советских чиновников, которые обвинили модель в оскорблении святыни и антисоветской пропаганде. Галину отчислили из университета и закрыли ей дорогу в мир моды. Несколько лет спустя, когда двери были закрыты, Миловская снялась для итальянского журнала «L'Espresso». На фотографии ее лицо было изображено в стиле боди-арта, но слова о прахе Сталина, размещенные на ее груди, сделали ее политически опасной фигурой в СССР. В 1974 году Галина сделала самый сложный шаг в своей жизни. Она оставила маму и сестру и эмигрировала. Больше она никогда с ними не встретилась. Вскоре она вышла замуж и навсегда ушла из модельного бизнеса. Как думаете, справедливо из-за фото ломать девушке карьеру модели? История Кэти Гриффин наделала много шума и по сей день остается примером того, как одно фото может перевернуть всю жизнь. В мае 2017 года комедиантка и актриса Кэти Гриффин решилась на провокационный шаг. На фотографии, которая быстро распространилась в социальных сетях, она держала окровавленную голову, напоминающую президента Дональда Трампа. На самом деле это был муляж, но снимок вызвал у общества бурю негодования. Волна критики обрушилась на Кэти со всех сторон.
Многие посчитали ее поступок оскорбительным и недопустимым. Некоторые даже угрожали ее жизни, вызывая опасения за ее безопасность. Президент Трамп и его семья выразили свое возмущение публично, что только подлило масла в огонь. Кэти пробовала извиниться за свой поступок. «Я понимаю, как это оскорбляет людей. Это было не смешно», — говорила она. Но несмотря на извинения, Кэти лишилась множества контрактов и предложений работы. Многие организации разорвали с ней все связи, а ее выступления стали отменяться одно за другим. Головокружительная карьера комедийной звезды моментально пошла под откос. Она хотела сделать заявление о свободе слова, но реакция общества оказалась совершенно другой, чем ожидалось. Как вы оцениваете поступок Кэти? Я расскажу вам историю про то, что не все девушки хотят модельной славы. Все началось в 2007 году, когда 17-летняя Эллисон, талантливая прыгунья с шестом из Калифорнии, стала жертвой популярности. Во время одного из соревнований местный фотограф сделал фотографию Эллисон. Фото красивого, стройного тела молодой спортсменки быстро разошлось по интернету. В одно мгновение ее личная жизнь оказалась под прицелом миллионов людей по всему миру. Эллисон всю свою жизнь стремилась получить известность в спорте. Она очень много тренировалась, чтобы стать чемпионкой в прыжках с шестом. Ей было очень обидно, что слава пришла к ней не из-за ее спортивных достижений. Ведь она так усердно тренировалась, а сейчас это не имело никакого значения. Мужчины писали ей сообщения и хвалили ее внешность, что не нравилось Эллисон и ее родителям. Они пытались остановить распространение фотографии, но интернет оказался сильнее. Эллисон, не способная остановить поток комментариев и внимания, вынуждена была адаптироваться. Она продолжала тренироваться и выступать, несмотря на стресс и давление. Однако ее карьера в легкой атлетике стала менее значимой по сравнению с ее интернет-образом. Бум популярности постепенно прошел, но Эллисон так и не смогла сконцентрироваться на соревнованиях. Она выступала до 2017 года, но без каких-либо успехов. В итоге она закончила карьеру прыгуньи с шестом, но не бросила спорт. Сегодня она работает фитнес-моделью и сотрудничает с мировыми брендами. А еще увлеклась гольфом. Не случайно, ведь ее муж – известный гольфист Рики Фаулер. Как думаете, могла ли Эллисон стать чемпионкой, если бы не эти фото? Помните вы фильм «Сумерки»? Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон сыграли в нем главные роли. Эта пара покорила сердца миллионов зрителей, а их романтические отношения на экране переросли в реальную жизнь. Они стали настоящим символом юношеской любви. Но в 2012 году в сети всплыло скандальное фото, изменившее жизни обоих актеров. В разгар популярности «Сумерек» папарацци засняли Кристен в объятиях режиссера Руперта Сандерса. Это вызвало бурю негодования у фанатов и стало настоящей сенсацией. Дело в том, что Кристен на тот момент встречалась с Робертом Паттинсоном, а Руперт Сандерс был женат. Скандал не только поставил крест на отношениях Кристен и Роберта, но и сильно ударил по карьере актрисы. Фотография, на которой Кристен и Руперт стояли слишком близко друг к другу, породила многочисленные слухи и сплетни. Моментально она стала главной новостью, разлетевшись по всем мировым таблоидам. Реакция Роберта была молниеносной. Он немедленно прекратил отношения с Кристен. Фанаты пары разочаровались в сказочных отношениях между артистами. Также скандал не прошел бесследно и для карьеры Кристен. Она получила множество негативных отзывов и даже временно ушла из большого кино. Лишь через несколько лет актрисе удалось восстановить свою репутацию, и сегодня она снова снимается в крупных проектах. А как вы считаете, как бы сложилась карьера Кристен, если бы этого фото не существовало? Каждый день родители доверяют детским воспитательницам самое дорогое, что у них есть – своих детей. Они надеются, что в садике малыши будут не только под присмотром, но и окружены заботой и вниманием. Мамы и папы хотят быть уверены, что их ребенок в безопасности и получает нужное развитие. Воспитательница – это человек, которому родители доверяют как себе. Однако иногда одно неверное действие может полностью разрушить это доверие. Как это случилось в 2016 году в Аризоне с обычной воспитательницей детского сада. Она выложила в соцсетях фото,
которое должно было вызвать улыбку. Однако шутка обернулась серьезными последствиями. В один момент она стала знаменитой, но, к сожалению, не благодаря своим профессиональным навыкам. Решив поделиться в соцсетях фото с работы, девушка не ожидала, что изображение среднего пальца на фоне детской раздевалки вызовет такую бурю. Подписав его фразой «Клянусь, я люблю детей», она думала, что ее друзья оценят юмор, но реальность оказалась куда жестче. Друзья фото оценили как шутку, а вот администрация детского сада отнеслась к фото очень критично. Они не стали разбираться, что их сотрудник хотела сказать, выложив это фото, а просто уволили девушку с работы. Основанием для увольнения было использование телефона в рабочее время, когда вообще-то стоит приглядывать за детьми. И это был только первый удар. Следственные органы тоже заинтересовались этим инцидентом. Они начали проверку на предмет публикации фотографий детей без разрешения родителей. Все это из-за одного неосторожного фото. Стоит ли фото среднего пальца потери работы? Что скажете? Я рассказал вам 10 историй, где фото изменили жизнь людей. Эти снимки разрушили карьеры, испортили репутации и разрушили личные отношения. Помните, что каждое изображение в сети может иметь последствия. Стоит ли рисковать? Напишите в комментариях, как вы думаете.